Добрый день, друзья! Меня зовут Неля, и вы на канале Готовить Просто. Сегодня очень простой рецепт торта, с которым справится даже начинающий кулинар. Готовим шоколадный торт на кефире со сметанным кремом. Коржи получаются влажными и пористыми, крем нежный, воздушный, с легкой кислинкой от сметаны. И самое приятное, торт готовится очень просто. Его легко можно сделать в домашних условиях, так как, скорее всего, все ингредиенты есть у вас в холодильнике. Для приготовления коржей нам понадобится 2 яйца, 150 грамм сахара, щепотка соли, 250 грамм кефира, чайная ложка соды, 100 грамм сливочного масла, 300 грамм муки и 30 грамм какао. Для крема сливки жирностью не менее 30%, 200 грамм, сахарная пудра 50 грамм и 300 грамм жирной сметаны. Начнем с приготовления коржей. К сахару добавляем 2 яйца, не забудьте щепотку соли и взбиваем до пышности и полного растворения сахара. Пока отставим в сторону. Кефир заранее достаньте из холодильника, чтобы он был комнатной температуры. Добавляем к нему соду и перемешиваем. Кефир потихоньку начнет увеличиваться в размере и пениться. Яичная масса не должна долго стоять, сразу же добавляем к ней растопленное сливочное масло и кефир. Тщательно перемешиваем до однородности. К просеянной муке добавляем какао и перемешиваем. Частями вводим просеянную муку. Перемешиваем до однородности. Тесто должно получиться в меру жидкое и стекать с венчика. Выливаем тесто в застеленную пергаментом форму для выпечки. У меня диаметром 22 см. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов на 50 минут. Готовность проверяйте шпажкой. Она должна выходить сухой. Готовому коржу даем чуть остыть и вынимаем из формы. Срезаем верхушку. Ее мы будем использовать для украшения торта. Оставшийся корж разрежьте вдоль на 3 одинаковые части. Коржи получились влажными и пористыми. Верхушку от коржа измельчаем в блендере в мелкую крошку. Теперь подготовим ингредиенты для крема. Чтобы сметана не была слишком жидкой, я отстаиваю ее в марле либо полотенце. Рецепт этого крема мне подсказал знакомый кондитер, а я делюсь с вами. Сметану лучше брать пожирнее, можно домашнюю. Я взяла 2 баночки весом по 330 грамм. Кладем в мисочку марлю, сложенную в 4-5 раз, либо чистое полотенце. Выливаем в него всю сметану. Собираем края полотенца и подвязываем канатиком. В таком подвешенном виде сметану следует оставить на 5-6 часов в прохладном месте. Можно в холодильнике. Это только малая часть жидкости, которая выделилась. Вес сметаны уменьшается в зависимости от того, как долго она будет в подвешенном состоянии. Посмотрите, какая нежная кремовая структура. Я так делаю для того, чтобы крем не был слишком жидкий. Если у вас нет желания отстаивать сметану, можете приготовить крем с обычной. В чистую сухую миску выливаем холодные сливки с жирностью не менее 30%. Добавляем сахарную пудру и взбиваем, начиная с малых оборотов, до плотных пиков. На это у вас уйдет не более 5 минут. И сливки, и сметана для этого крема должны быть холодными. Теперь небольшими порциями вводим сметану и перемешиваем с помощью миксера до однородности. Крем для этого рецепта можно заменить на любой другой по вашему вкусу. Вот такой крем должен получиться. Пышный, плотный и не должен растекаться. Чтобы торт был сочнее, я приготовлю для него еще пропитку. Соединяем 80 мл воды и 60 грамм сахара.
Хорошенько перемешиваем, чтобы сахар растаял. Собираем торт. Берем один корж, выкладываем на дно посуды, в которой будете формировать десерт. Хорошо его пропитываем. Крем визуально делим на две части. Не забудьте отделить примерно 100-150 грамм крема для украшения торта. Выкладываем одну половину крема на корж. Равномерно распределяем. Для того, чтобы торт был более ровным, я решила использовать кулинарное кольцо. Выкладываем следующий корж. Крем. Я забыла пропитку, не беда. Корж будет между двумя слоями крема. Выкладываем последний корж и щедро пропитываем его. Я накрываю пищевой пленкой и отправляю в холодильник, хотя в таком виде его можно сразу же и украсить. По истечении времени достаю торт, убираю пленку, кондитерское кольцо. Торт можно оставить и в таком виде. Или украсить верхушку шоколадной глазурью. Тогда получится совсем новый, более сладкий вариант. Верх и бока торта промажьте остатками крема. И обсыпьте крошкой от измельченной верхушки. Готовый торт нарезаем на кусочки и подаем к столу. Торт получился с насыщенным шоколадным вкусом, хорошо пропитанными коржами и нежным кремом с легкой кислинкой. Друзья, как вам такой вариант торта? Пишите в комментариях свои идеи, что бы вы добавили или изменили в этом рецепте. Всегда рада вашим комментариям. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Так вы будете получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой.